Рада приветствовать всех любителей вязания. Ромбы – это классика, но особой популярностью они пользуются в этом году. И изделия с ромбовидными узорами принимают участие в очень многих показах. Сегодня хочу показать вам вот такой интересный рисунок с ромбами и вот такими вертикальными вставочками. Узор очень интересно смотрится как самостоятельный, например, как в этой футболке. Также он очень красиво смотрится в виде декоративной отделки по низу изделия, рукавов, горловина. Подчеркивайте линию талии. Также можно его применять в виде горизонтальной вставки по центру изделия, тоже будет очень интересно смотреться. С этим узором можно связать как летний топ, футболку, также и зимний свитер. Платье очень красиво смотрится, полностью связанное таким узором, или же фрагменты узора, чередующиеся с лицевой гладью. Также можно этот узор комбинировать с вертикальными дорожками или полностью вот такой фрагмент брать, или его какие-то части. Можно просто с лицевой гладью. Все будет смотреться очень интересно. Давайте рассмотрим узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вы предпочитаете вязать от горловины, он будет выглядеть практически так же, чем и хороша геометрия. Можно творить все, что вам нравится, сочинять различные фасоны или же вязать простую, обычную прямую тунику. Вот так выглядит изнаночная сторона. Для вязания этого узора подойдет любая гладкая пряжа. Также можно пробовать с пушистых видов пряжи, но там нужно пробовать, потому что их очень большое множество. И вот мое субъективное мнение, именно в очень пушистом мохере мне не понравилось. Лично мне не понравилось, как лег этот рисунок. Но у всех у нас разные вкусовые предпочтения, мы используем разные виды пряжи, все нужно пробовать. Я делюсь своим впечатлением о конкретном узоре. Спицы я бы рекомендовала подбирать по рекомендации производителя к данной пряже. В зависимости от плотности вашего личного вязания вы выбираете или среднюю толщину спиц, или же больше-меньше чуть-чуть. Опять-таки, все это нужно смотреть очень индивидуально. В исполнении этот узор очень простой, он формируется только по лицевой стороне, и если быть внимательным, то справится даже мастер самого начального уровня. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 48 рядов в высоту. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 19 петель для одного раппорта. 12 – это петли узора, 5 петель симметрии и 2 кромочные. По ходу видео я буду рассказывать особенности поворотного вязания, чтобы это смотрелось все красиво и логично. Для вязания по кругу буду акцентировать те моменты, которые отличаются от поворотного вязания. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочная. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочная петля.
Четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. Накиды при поворотном вязании провязываются изнаночной, при вязании по кругу лицевой петлей. Четные ряды я буду пропускать, кроме тех, в которых есть какие-то нюансы, на которых я хотела бы акцентировать ваше внимание. Третий ряд. Кромочная, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении с наклоном вправо на меня должна смотреть первая дужка петли, поэтому я поменяла расположение петель и провязываю их одной лицевой. Накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении с наклоном влево на меня должна смотреть вторая дужка. У меня петли расположены правильно, поэтому я их провязываю просто одной лицевой петлей. Вы же смотрите по своему способу вязания. И не забывайте, что у меня здесь на спицах идет 5 петель симметрии. То есть вот это я закончила раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии в этом ряду. Это просто 5 лицевых петель и кромочная. Пятый ряд. Пятый ряд, схема начинается в пятом ряду с убавления 2 вместе петель. Но чтобы при поворотном вязании все смотрелось красиво, симметрично и логично, я это убавление пропускаю и его провязываю просто как лицевую петлю. Итак, пятый ряд, 4 лицевые в начале ряда идут. И точно так же в конце ряда я не буду провязывать вот эти дополнительные петли. 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вы вяжете по схеме 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид и так далее. Я же заканчиваю ряд петлями симметрии и кромочной петлей. Седьмой ряд начинается точно так же, начинается и заканчивается накидом и 2 вместе. С той же целью, что и в предыдущем ряду, я их заменю просто на лицевую петлю в начале и в конце ряда. Посередине полотна они провязываются так, как указано в схеме. В схеме я выделила четко раппорт узора. В видео больше показываю, как начинать и заканчивать, провязывать ряд. Итак, седьмой ряд. Кромочная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вы вяжете по схеме 1 лицевая, 2 вместе и так далее. Я же заканчиваю ряд, поэтому здесь у меня идет симметрично, как и в начале, 3 лицевые петли и кромочная. 9 ряд я буду провязывать полностью по схеме, так как здесь убавления логичны к нашему боковому рисунку. Итак, кромочная, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. С наклоном влево убавление неважно 2, 3 или 5 петель. На меня должна смотреть вторая долька петли. У меня петли расположены правильно, поэтому я просто их все 3 петельки провязываю одной лицевой. Вот таким образом. Накид. 9 лицевых петель,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И повторяю накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая и ряд заканчиваю кромочной петлей. 11 ряд, кромочная, я ее просто переснимаю, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 10 лицевых петель, я их не считаю, просто вяжу до накида. Вот провязала накид, далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Не забывайте, что у меня на спицах 5 петель симметрии, а вы повторяете раппорт узора, который на схеме. Далее идет 1 лицевая и кромочная. 13 ряд. С 13 ряда мы начинаем провязывать, на мой взгляд, самую интересную часть данного узора, вот этот элемент. Итак, давайте начнем. 13 ряд, кромочная, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная, 3 петли с обвитием. Вот на этом моменте вы можете себя проверить, все ли вы правильно вязали первые 12 рядов. Вот здесь по центру расположен накид. И вот он должен быть как раз посерединке этих 3 петелек. В 13 ряду мы их провязываем просто лицевыми. 3 лицевые я провязала. 1 изнаночная, лицевая скрещенная. Скрещенные петли, чтобы они смотрели вот так ровненько, должны быть расположены все дужки в одну сторону. Скрещивание должно идти в одну сторону. Мне удобнее делать скрещивание влево. Вы будете смотреть по своему вязанию. Если вы вяжете так, как я, можете просто повторять за мной. Если же у вас другой способ вязания, тогда просто провяжите маленький кусочек, образец, попробуйте, как вам будет удобнее скрещивать петли так, чтобы дужки смотрели в одну сторону. При вязании по кругу вы выбираете любой способ скрещивания петель. Главное, чтобы в каждом и в четном, и не в четном ряду вы их скрещивали одинаково. Итак, как делаю это я? Чтобы у меня все дужки смотрели в одну сторону, я эту петлю, меняю ее расположение таким образом, чтобы на меня смотрела первая дужка петли, и за работой вторую дужку я провязываю лицевой петлей. Вот таким образом у меня получается скрещивание влево. Если же вы будете скрещивать вправо, то на вас смотрит вторая дужка петли, и вы вот таким образом ее будете провязывать. Это будет скрещивание петли вправо. Но мне так делать неудобно с изнаночной стороны, поэтому буду показывать, как это делаю я. Итак, 1 лицевая скрещенная, далее 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Сейчас я медленно покажу, как я провязываю скрещенную петлю. Меняю расположение дужки и вот таким образом провязываю ее. Далее изнаночная, 3 лицевые. Здесь тоже накид должен быть посерединке. И 1 изнаночная. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Для тех, кто вяжет на слух, учитывайте, что последние 5 петель у меня на спицах это петли симметрии. Вязать нужно четко по схеме, которую я прикрепила раньше. 14 ряд, я его провяжу вместе с вами, чтобы показать, как я провязываю изнаночную скрещенную петлю при моем способе вязания. Итак, кромочная, 1 лицевая,
3 изнаночные, 1 лицевая, изнаночная скрещенная. У меня изнаночная смотрит первой дужкой на меня, нить перед работой, а за работой я подхватываю вот так дужку вторую и провязываю ее изнаночной петлей. Далее идет 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная. Я попробую очень медленно это показать. Вот так это все расположено и провязываю вот таким образом ее. 1 лицевая, далее идет 3 изнаночные, 1 лицевая и ряд заканчиваю кромочной. В изнаночном ряду у меня это идет изнаночная скрещенная. 15 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 петли с обвитием. Для этого я правой спицей подхватываю третью петельку, указательным пальцем придерживаю первые 2, чтобы они не соскользнули со спицы, и вот так сбрасываю ее через первые 2. У нас на спицах было 3 петли, осталось 2, так как мы одну сбросили. И чтобы количество петель не менялось, я провязываю их как лицевая, накид, лицевая. Вот таким образом провязываются эти петельки. Далее идет изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, петли с обвитием, перебрасываю третью петлю через первые 2, а те в свою очередь провязываю как лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая скрещенная. Я ее пытаюсь провязывать медленно, так как много вопросов бывает в комментариях под такими узорами. Далее 3 петли с обвитием, сбросила третью петлю, оставшаяся провязала лицевая, накид, лицевая, изнаночная петля и ряд заканчиваю кромочной. В 16 ряду изнаночная скрещенная провязывается точно так же, как я показывала это в 14 ряду. 17 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная и ряд заканчиваю кромочной. 19 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, обвитие третьей петлей первых 2. Их провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее идет изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, обвитие. Их провязываю лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, обвитие, лицевая, накид, лицевая, изнаночная петля. Ряд заканчиваю кромочной. У меня это лицевая скрещенная. 21 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые петли, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная и кромочная. 23 ряд. Кромочная, изнаночная, обвитие. Оставшиеся петли провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее идет изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, обвитие петель,
лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, обвитие петель. Их провязываю лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Ряд заканчиваю кромочной. Я провязала второй элемент узора. Следующим элементом будем закрывать вот этот ромб. 25 ряд. Здесь по схеме первые 2 петли это убавление и накид. Так же как в первой половине узора, я их заменять буду в начале и в конце ряда на лицевые петли. Посередине же полотна вязать нужно по схеме. Итак, 25 ряд я начинаю с 3 лицевых. Кромочная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у меня идет лицевая и изнаночная петля. Я изнаночную меняю расположение, чтобы у меня не было лишних ненужных узелков. И провязываю одной лицевой петлей. Далее 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь также у меня участвует изнаночная и лицевая петля. Изнаночная расположена правильно, первой дужкой на меня смотрит, а лицевую я меняю расположение. Вот таким образом их провязываю вместе. Далее идет накид. Вы вяжете по схеме, а в конце ряда также петли накид и 2 вместе с наклоном влево провязываю лицевой петлей. То есть я ряд заканчиваю, так как и начинала, 3 лицевыми петлями. И кромочная. 27 ряд. Он также по схеме начинается с накида. В начале и в конце ряда я все это заменяю просто лицевой петлей. Итак, я провяжу, начну ряд с 4 лицевых. Кромочная, 4 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и ряд заканчиваю также 4 лицевыми петлями. В конце кромочная. 29 ряд я начинаю по схеме вязать. Кромочная, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и ряд заканчиваю тоже 5 лицевыми. Вы же продолжаете вязать по схеме. 3, 4, 5 и кромочная петля. 31 ряд. Кромочная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и ряд заканчивать буду также 6 лицевыми петлями. Вы продолжаете вязать то количество раппортов по схеме, которое вам нужно для изделия. 33 ряд. Кромочная, 7 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязываю вот таким образом
накид, и ряд заканчивать буду также 7 лицевыми петлями. Вы вяжете по схеме ту ширину, которая вам необходима. 35 ряд. Кромочная. 8 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 7 лицевых будут заканчивать ряд. Вы же вяжете по схеме. Вот таким образом мы провязали 3 фрагмента этого узора. С 37 по 48 ряд вы повторяете 13, 24 ряд. Вот этот фрагмент. Там я вам ничего нового не скажу, поэтому, чтобы не затягивать видео, повторно я его провязывать не буду. Вот так выглядит этот рисунок в более толстой пряже. Вот этот образец большой я вязала из хлопковой пряжи с добавлением шелка. Здесь 10 или 15% шелка, честно говоря, не помню. 390 метров в 100 граммах, и спицы у меня номер 2,5. Вот это полухлопок, 200 метров в 100 граммах, и спицы номер 4. Надеюсь, узор вам понравился, и вы с ним свяжете много красивых вещей. Всем ровных петелек, до встречи на канале!